Всем привет, друзья! Ну что ж, я на финишной прямой, и мне осталось обшить имитацией бруса только одну стену. Но эта стена будет самая сложная. В самую первую очередь, перед монтажом имитации бруса на эту стену, мне нужно подготовить первый ряд. Для тех, кто не видел мои предыдущие серии по монтажу имитации бруса, расскажу, что в тех местах, где у меня стыкуются доски в углах, я делаю стыки не такие, а вот такие. Потому что мне так больше нравится, и поэтому первый ряд мне нужно сделать половинчатым. И так как на этой стене есть еще один радиатор под вторым окном, то все ряды до подоконника мне сразу нужно покрасить, потому что потом сделать это будет довольно затруднительно. Опять же, для тех, кто не в курсе, крашу я кроющим антисептиком в 2 слоя. Каждый слой наносится через 4 часа. Поэтому я сейчас сделаю заготовки, покрашу их, и пока сохнет первый слой, займусь откосами и этой стеной. Доски решил я красить на втором этаже, потому что здесь у меня 10 штук, и сейчас будет еще 2 для первого ряда половинчатые. И для того, чтобы они мне не мешались в той комнате, где я сейчас буду заниматься откосами, я решил делать это здесь. Кстати, кто-то из моих зрителей спрашивал, какое качество у данной имитации бруса. Качество хорошее, никаких дырок нет, сучки не выпадают. На данный момент я, не знаю, использовал, наверное, пачек уже 30, ну, может быть, меньше, я даже особо-то и не считал. И ни одну доску я не выкинул, то есть они у меня режутся. Да, там местами, конечно, где-то есть какие-то углы. Видимо, может быть, при доставке где-то что-то стукнул, там, может быть, ну, паз где-то треснул. Но это незначительно, и у меня это все обрезается, поэтому я считаю, что качество данной имитации бруса отличное. И я вполне ей доволен. Ну что ж, пока сохнут мои заготовки для стены, я приступлю к откосам, которые я делал в предыдущем выпуске. Сделал я откосы также из имитации бруса. Получилось довольно неплохо, но я надеялся, что я вот здесь это смогу свести, и мне не нужно будет обрезать и крепить какие-то уголки. Но, к сожалению, у меня это не получилось, потому что геометрия досок начала играть, и откосы начали выпирать местами больше, чем стена. Поэтому мне пришлось их обрезать, и получилась вот такая вот волна, что, ну, в принципе, некрасиво. Поэтому я купил вот такой вот уголок. Он 3 на 3, я думаю, что его должно будет хватить. И он прикроет все это безобразие. Уголки я тоже покрашу в белый цвет, чтобы они сочетались с откосами, батареей, окном и потолком. Потолок у меня тоже будет белый. И прежде чем их крепить, я, наверное, все-таки покрашу уже стену в окончательный цвет свой, вот этот Северное море. И чтобы про нее забыть и больше к ней уже не возвращаться. Решил примерить один из уголков. В общем, как-то так вот будет смотреться. В принципе, все очень хорошо, особенно здесь, где откос. Но здесь вот, конечно, есть небольшая щель. Но я думаю, что я с этим тоже справлюсь. Здесь я пройдусь. Ну, во-первых, это все покрасится. Здесь сейчас зашпаклюю стыки, где идет откосы со стеной, чтобы там не было никаких щелей. Ну и потом, я думаю, что здесь будут висеть шторы, и не особо это будет видно, ну и в глаза тоже бросаться особо не будет. Поэтому думаю, что вот так вот будет неплохо. Главное, что вот эта волна, которая была, она закроется. Ну что ж, я все подготовил, и сейчас начну красить эту стену. Изначально я хотел закрыть окно пленкой, но пленка у меня 3,5 метровая, и я не хочу
ее обрезать, потому что на эту пленку у меня есть другие планы. Время тратить на то, чтобы ее повесить, тоже как-то не очень хочется, потому что я понимаю, что это не очень быстро получится. Поэтому я решил, что пульверизатором просто аккуратно буду проходить углы, там, где у меня окно, и я надеюсь, что я ничего не запачкаю. Единственное, что подоконник я все-таки заклеил обычным малярным скотчем. После того, как я нанесу первый слой на эту стену, я покрашу уже кисточкой уголки, которые я подготовил, и буду ждать, когда это все высохнет, и после того, как это все уже дубль. После того, как я нанесу первый слой на эту стену, я покрашу уголки, но уже кисточкой. И буду ждать, когда высохнет первый слой, потом все это покрашу еще во второй слой, и позже уже буду крепить. Кисточки, к сожалению, у меня маленькой не нашлось, хотя я был уверен, что она у меня есть. Хотя она, может быть, где-то и есть, но я уже про нее забыл, где она лежит. Поэтому нашел такую вот большую, буду аккуратно ей красить. С момента нанесения первого слоя прошло 4 часа, и теперь можно наносить второй слой. Но, наверное, сегодня я их уже крепить не буду. Пускай они лучше пропитаются. Я также покрашу еще примерно через 2,5 часа стену вторым слоем. И завтра спокойно с утра приступлю к монтажу. Это уже следующий день. Все мои заготовки высохли. Вчера я их красил в 2 слоя. И сейчас начну с установки уголков на окно. Уголки я установил. Там, где у меня большие получились промежутки между уголком и имитацией бруса на стене, я запенил все обычной пеной. Осталось теперь только подождать, когда пена высохнет, обрезать ее, закрасить гвоздики, подкрасить вот здесь, вот где я обрезал углы. И, в принципе, еще силиконом пройтись примыкание к окну и к подоконнику. И все, в принципе, с окном я закончил. Сейчас, пока все это здесь сохнет, я приступлю к монтажу имитации бруса на самой последней стене. Все, первый ряд установлен. Дальше пойдет намного легче. Но это не точно. Да, конечно, поспешил я год назад с установкой подрозетников сразу на эту стену. Но на самом деле я думал, что снимать их будет намного сложнее. Поэтому, в принципе, нормально. Сейчас я их сниму, закрою третий ряд и буду пытаться постепенно вырезать, чтобы не ошибиться и не сделать лишние отверстия. И, кстати, в прошлый раз я не проложил кабель под эти розетки, поэтому мне сейчас нужно будет здесь сделать штрубу. Наверное, я сниму этот ряд и также в первом слое гипсокартона проложу кабель, закладывающий, чтобы подключить нижний ряд розеток. Ну и все это закрою. Это одно из самых сложных мест на этой стене. Потом еще будет батарея. Но с батареей у меня уже опыт есть. А вот здесь, конечно, я думаю, что нужно будет постараться.
Замерил все верно. Теперь можно крепить доску и вырезать оставшиеся 4 подрозетника. В общем, друзья, не получилось у меня сделать второе отверстие под подрозетник ровное. Оно у меня ушло наверх в районе 8-9 мм, что очень много, поэтому пришлось снимать доску, менять ее на новую. По первому подрозетнику я сделал отметку. И теперь с помощью лазера буду делать последующие отметки для каждого подрозетника и буду вырезать. Сейчас я думаю, что должно все получиться. Пробуем. Ну вот теперь совершенно другое дело. Теперь вырезал все аккуратно. Сейчас закончу этот ряд, начну этот и буду делать здесь то же самое. Ну что ж, я врезал подрозетники, смонтировал 6 рядов, у меня получилось чуть выше подоконника. И теперь сейчас сделаю заготовки для того, чтобы выложить все ряды выше окна, ну чуть выше окна. И остается мне убрать отсюда кабель. Этот кабель будет у меня под умные шторы. Изначально я хотел здесь сделать вентиляцию, но поэтому закладывал сюда кабель, но вентиляцию я сделал здесь. Поэтому этот кабель я буду использовать под умные шторы. И остается там же врезать возле другого окна с правой стороны еще одну розетку под мотор для умных штор. И я думаю, что сегодня, может быть завтра, я уже здесь закончу. Был в магазине, купил удлинитель сверла. С помощью него намного удобнее делать крепления для труб. Потому что в прошлый раз я, конечно, там мучился с короткой битой сквозь трубы крепить эти крепления. В общем, был, конечно, ужас. Теперь намного удобнее. В общем, я смонтировал имитацию бруса чуть ниже окна, и на этой стене мне остается только врезать розетку под двигатель умных штор, сделать откосы, соответственно, поставить уголки и дошить недостающих 5 рядов имитации бруса до конца. Батарею я повесил, розетки врезал, и самое сложное позади. После того, как я смонтирую до конца имитацию бруса, мне останется только пройтись по всем стыкам, замазать их шпаклевкой и покрасить все в 2 слоя. Но это уже в следующем выпуске. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что этот ролик был интересен, а кому-то и полезен. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч!